Мощное наступление, заняты сотни квадратных километров и больше десятка населенных пунктов. Самые масштабные демонстрации, сотни тысяч человек требуют свержения режима, а лидера США сдержать данное слово. Известный певец, восхвалявший диктатора, убит, и при каких обстоятельствах? По словам силовиков, он начал стрелять первым. Удар по секретному объекту. Зеленский признал потери. Официальное заявление. Бывшая первая леди обвинила президента в предательстве. Жесткие оценки прозвучали публично. Пауза прервана. Лидер страны на весь мир обвиняет Россию. Об этих и других событиях к вечеру воскресенья 15 февраля. Только главное, без шума и пропаганды. Некто рассказывает о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Невиданное продвижение. За первую половину февраля российские войска заняли в Украине 12 населенных пунктов и более 200 квадратных километров. Армия РФ продвинулась сразу на нескольких направлениях: в Запорожской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Правда, у этой, так сказать, информации довольно сомнительный источник – начальник российского генштаба. Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях. Валерий Герасимов снова долго сыпал названиями украинских сел и городов. Продолжается уничтожение украинских формирований в Константиновке. Бойцы 19-го армейского корпуса записали видео о прогулке по населенному пункту. Правда, это не российские, а украинские военнослужащие. Ни одного оккупанта за 7 часов, констатировали авторы ролика. В том числе на железнодорожном вокзале, о котором так любят говорить захватчики. Костянтинівка – це Україна. Костянтинівка – наша. Можете спати спокійно. Збройні сили України воюють сердцем. Перемога обов'язково буде за нами. Вот такое послание Валерию Герасимову. Интересно, начальник российского генштаба сам выдумывает все эти фейки для Путина или искренне верит своим подчиненным? Как думаете? Пишите в комментариях. Масштабные демонстрации по всему миру. Сотни тысяч людей пришли сказать свое «нет» кровавому режиму аятолл и поддержать народ Ирана. В Канаде на улице вышло по разным оценкам от 200 до 350 тысяч человек. Они требовали остановить убийство невинных людей и смены режима. Мы хотим изменить этот режим, потому что эти изменения очень выгодны для всех правительств и помогут установить мир для всех правительств, потому что террор начался с исламского режима Ирана. Прошли демонстрации и в Соединенных Штатах Америки. В Мюнхене, по данным полиции, несмотря на дождь, в акции приняли участие около 200 тысяч человек. На митинге лично выступил наследник свергнутого шаха Реза Пехлеви. До начала акции на конференции по безопасности там же, в Мюнхене, Пехлеви заявил, что иранцы больше не хотят реформирования режима, они хотят его полной смены, и напрямую обратился к Дональду Трампу. Принц сказал, что иранцы слышали слова президента о помощи и надеются, что поддержка США не просто риторика. Ночью беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора, и не только. Взрывы были слышны в самом Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Славянске на Кубани, Сочи, Анапе, Туапсе и в Адыгее. Основной целью стал Черноморский порт Тамань. В результате повреждены его терминалы. Загорелся резервуар с нефтепродуктами. По данным властей, огонь вспыхнул после падения обломков БПЛА. Предыдущий удар по этому порту был нанесен в декабре. Тогда в Тамане уже горели резервуары, были повреждены причалы, суда и трубопровод. Порт переваливает дизель, мазут и другие нефтепродукты. Его проектная мощность до 20 миллионов тонн в год. В прошлом году через него прошло более 4 миллионов тонн топлива. Тамань – один из узлов
рычагов, через которые Россия зарабатывает на экспорте нефти. Каждый такой пожар – это не просто дым над морем, это удар по логистике и деньгам. Известный певец убит в сирийском Алеппо. Во время попытки задержания застрелен Джамаль Асаф. По данным местного телевидения, он открыл огонь по патрулю в районе Аль-Фурдус. Началась перестрелка. Асаф погиб на месте. Один сотрудник сил внутренней безопасности получил ранение. Подробности операции официально не раскрываются. Ситуация в городе остается напряженной. Известность певца была специфической. Асаф был чем-то вроде Кобзона или шамана во времена режима Асада и воспевал диктатора с утра до ночи. Вот такая интересная новость, в частности для тех, кто поет дифирамбы другим тиранам. Зеленский впервые открыто признал то, о чем раньше только шептались. Одна из ключевых производственных линий ракет «Фламинго» была уничтожена российским ударом. По словам президента, у Украины этих ракет немного, и каждая на счету. Несколько дней назад их уже применили по территории, где размещена система «Орешник». «Думаем, что результат получили», добавил президент. Зеленский признал, после российской атаки были технические проблемы, но производство уже релоцировали, линию восстановили, и теперь задача наращивать выпуск. Потому что «Фламинго» — это один из эффективных инструментов ударов вглубь России. Кремль это прекрасно понимает. В Часовом Яру россияне снова пошли по-тихому. Группа оккупантов пыталась пробраться между украинскими позициями в руинах города. План был простой – закрепиться в подвале, подтянуть подкрепление. Но и эта спецоперация пошла не по плану. Бойцы 24-й бригады имени короля Даниила показали результат на видео. Россияне выходят с поднятыми руками под контролем украинского дрона. Они пополнят обменный фонд, а он активно растет в последнее время, если судить по заявлению Владимира Зеленского. В Мюнхене на полях конференции по безопасности президент назвал конкретные цифры. У нас на данный момент уже более 4000. И это хорошие новости, потому что у нас было 1500. А сейчас более 4000. Это значит, что мы можем провести обмен. Правда, и в российском плену сейчас находится немало украинских защитников. По словам Зеленского, их число равно 7000. Хиллари Клинтон жестко прошлась по Трампу. На Мюнхенской конференции по безопасности бывшая первая леди и экс-госсекретарь открыто раскритиковала политику действующей администрации США. Он предал Запад, он предал человеческие ценности, он предал устав НАТО, Атлантическую хартию, Всеобщую декларацию прав человека. Попытку заставить Украину согласиться на сделку с Путиным Клинтон назвала позором. Цитирую: «Усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, являются исторической ошибкой и коррупцией в высшей степени». Клинтон заявила, что Украина воюет не только за свою территорию, но и за демократию и теряет тысячи жизней из-за мании одного человека контролировать украинцев. Бывшая глава американской дипломатии заявила, что нужно дать Киеву томагавки, так как только боль от дальнобойных ударов заставила Москву задуматься о переговорах. Между Баку и Москвой снова искрит. Ильхам Алиев в Мюнхене заявил, Россия трижды прицельно била по дипломатическим объектам Азербайджана в Киеве. Сначала в Баку подумали, ошибка. Передали Москве точные координаты посольства, консульства и культурного центра. Но после этого последовали еще 2 удара. Так что сомнений не осталось. Это целенаправленная атака, подчеркнул Ильхам Алиев. В тот же день президент Азербайджана встретился с Владимиром Зеленским. Обсудили удары по украинской энергетике и дальнейшее сотрудничество. Подробностей не сообщили. Интересно, что осталось за кадром, как думаете? На фоне утечек о возможном проведении президентских выборов и референдума в Украине уже этой весной появились вопросы, а возможно ли это даже технически. Замглавы ЦИК страны рассказал журналистам «Радио Свобода» об убойных фактах. Сергей Дубовик заявил, что примерно 7-10% избирательных участков уже повреждены. Часть зданий смогли восстановить, но обстрелы продолжаются и разрушения повторяются. По словам Дубовика, большая
часть избирательной инфраструктуры все же в рабочем состоянии. Где нужно, участки переносят или создают новые. Как подчеркивает чиновник, это не подготовка к конкретной дате голосования, а обязанность государства быть готовым в любой момент. Британская дипломатия потеряла своего самого пушистого сотрудника. Умер кот Палмерстон, легендарный главный мышелов Министерства иностранных дел Великобритании. Палмерстона взяли из приюта в 2016 году и поселили в форин-офисе. 4 года он служил в Уайт-Холле, став символом ведомства и любимцем публики. В 2020-м кот ушел в отставку, а в прошлом году вернулся на госслужбу уже как консультант при губернаторе Бермуд. Коллеги шутя называли его инструментом мягкой силы. Он укреплял имидж британской дипломатии не хуже пресс-службы. Сколько стран обвиняют Кремль в убийстве оппонента и какой яд был использован? На сколько месяцев дроны оставили без горячей воды большой российский город? Половины какого вида вооружения СБУ лишила захватчиков? И почему Орбан будет занимать пост в правительстве Венгрии даже после победы оппозиции? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.